Добрый день, с вами я, Сергей Гуд и канал Weekend Life. И у нас в Краснодарском крае опять качели, у нас опять выпал снег и опять зима наступила. Вот такая переменчивая у нас погода. Сравнивая, скажем, прошлую зиму, когда мы сюда с Аллочкой приехали, вот, мы снег видели всего лишь навсего 3 дня. И то это было в феврале. А здесь уже и на Рождество, и на Новый год, и на Старый Новый год. И все снег, снег, снег. Даже как-то непривычно. Хотя это хорошо. Значит, влаги в земле будет побольше, воды в колодце будет побольше, ну и урожай будет получше. А я сейчас нахожусь как раз на улице, напротив тех окон, где у меня идет ремонт. Вот там, за моей спиной, эти вот те самые окна. Это у нас спальня. И там у меня все уже фактически готово для того, чтобы я мог засыпать песочек, который мне привезут в понедельник. Ну и нужно еще протрамбовать, скажем, плитой, такой виброплитой, грунт, прежде чем укладывать землю. Но это так, о планах на будущее. А сегодня я иду к тому месту, где мы будем ремонт делать. Это гостиная. Необычно, конечно, смотреть, столько снега на улице. Вот, и Арсений дома сидеть не хочет. И вот это окна нашей гостиной. И вот вместо этого окна я сделаю дверь. Если сравнивать уровень подоконника на той стороне дома и на этой, то вы увидите, что здесь окна гораздо ниже. Потому что наш дом немножечко находится на горке. Но вот такая у нас особенность. Вот. И здесь вот будет прямо выход в сад, это терраса. Вот такой вид за моей спиной, да, вы будете видеть, когда будете смотреть из окна гостиной. Это сейчас белое поле, нету деревьев, нету цветов, а летом будет просто красота. Замечательная погода сегодня, красота, снежок. Арсению все это дело нравится. Не хочет он дома сидеть. Вообще собака такая, которая вроде как с южных регионов, а на самом деле на улице зимой себя чувствует лучше, чем летом. Ну а мне сегодня нужно все-таки взломать полы в нашей будущей гостиной и двигаться вперед. Наша крыша, да. Вот здесь вот кухня будет, а здесь будет большая дверь стеклянная. И пошире, и повыше. Сегодня моя задача взломать этот пол в нашей будущей гостиной. Помощник взломщика. Да. Здесь фанера или ДВП постелено. Сейчас мы это все поднимем, взломаем. И по принципу, как в первой комнате было, все то же самое делаем. Да, Урсик? Ну что, добрались мы до второй комнаты. И наша задача взломать эти полы, очистить их. И в помощи у нас фомка большая, фомка маленькая, маленькая кувалда и ведро для гвоздей. Ну что, поехали?
верхний слой, укрывающий пол, это было крашеное ДВП, снял. И теперь мне видно, какая конструкция была снизу, в этой комнате. И что я увидел? Вот здесь вот вдоль стенки, приблизительно сантиметров 80-90, идет бетонная поверхность. Я не знаю, что под этим бетоном, да, но это идет бетон, никакой здесь балки нету. И деревянный пол начинается вот от этой линии, туда идет. Еще что меня удивило, вот в этом месте вообще сетка какая-то стоит между бетонным покрытием. Это может быть вентиляция якобы было, но на самом деле это и чушь полная. Это сверху лист ДВП лежит. Вот, ну вот, нежданчики. Ну и что, вот здесь он полы. Вот смотрите, раз. И дырка. Все сгнило. Полы, конечно. Хотя вроде сплошная доска лежала. Без стыков. Это в той комнате было из 2 половинок, а здесь одна сплошная доска. Но доски все гнилые, это вон туда, на масленицу, на костер, все. Но то, что бетонная поверхность здесь, это немножечко меня, конечно, расстроило. Высота потолка, я промерил, что в этой комнате, что в кабинете, 2,70 идет от пола до потолка. То есть, если я сделаю утепление, это где-то у меня сантиметров 6-7 я заберу сверху, но все равно где-то 2,60 должно остаться. Ну и посмотрим, что здесь с нижней точкой уровня. Потому что в этой комнате пол выше, чем, скажем, на кухне. Вот есть такой перепад. Ну ладно, продолжаем взламывать полы в гостиной. Вот то, о чем я говорил. Идет бетонированная, как плита, вдоль стенки. Угол. И вот очень странная сетка под бетон. И вот все бетон, бетон, бетон. И до самой стены. Это все идет забетонировано. Ничего себе, дали? Так можно и провалиться. Вот такие полы были. Поэтому все правильно я делаю. Убираю гнилые полы и сделаем нормально. А здесь бетон, здесь ничего не прогнило. Здесь все хорошо. Такая картинка. Конечно, картинка не очень. Сейчас я вам покажу, что здесь получилось. Вот конструкция пола. Непонятная сетка. Это может быть воздуховод какой-то. Но очень странный он здесь. А еще интересно. Вот гравий, да? Только бетон висит. Туда можно руку засунуть. Земля провалилась. Пустота абсолютная. И вот такие вот в таком состоянии полы. Они все сгнили здесь. О, тоже мелкий щебень, да. Туда можно руку засунуть. Ну да, сантиметра 4, где-то 5 есть. Но земля просела. И здесь тоже, видите, трещина пошла. И бетон прямо поверх балки положили. Половина комнаты я уже вскрыл. Сразу могу сказать, почему гнилые полы такие. Дело в том, что
доска, которую ставили, она была одна дюймовка, 25 миллиметров толщиной, ничем не обработана, и поэтому она непригодна была для полов. Это просто халтура. Такие тонкие доски на пол ставить нельзя. То, что уже фундамент здесь прямо на лаге положен был, это ерунда уже. Даже я не обращаю внимания. Видно, что грунт просел. И он держится исключительно на этих балках. Это все халтура. Это нужно убирать. Вот трещина пошла уже. Значит, просадка грунта была. Такие вот деятели. В земле вон видно трещина. Либо просадка, либо еще, может быть, норы какие-то были. Доски абсолютно все сгнили. Абсолютно. Тут даже сжигать нечего. Это труха сплошная. Вот я начинаю вскрывать полы, иду дальше, и все это труха сыпется прямо на землю. Ну и напоследок, а может не напоследок, смотрите, что я нашел. Очередной хвостик змеи. 1,30 м. И это не желтопузик, потому что слишком тонкая. Это, скорее всего, была гадюка. Вот такая вот штучка. Шкурка. Она лежала под полом здесь. Как мне уже кто-то сказал, что если змейка живет, значит хорошее место для проживания. Но, надеюсь, она меня больше беспокоить не будет. Кстати, вот тоже смотрите. Видите, как земля трескает. Наверное, из-за того, что все-таки там чернозем. Ну что, работаем дальше. Снял я доски с пола в гостиной. Вот такие балочки сгнившие. Даже сказал бы не сгнившие. Когда я вынес доски на улицу, я посмотрел внимательно. Это все было жучком съедено. Шесть балок. И вот здесь балки под раствор зашли. Ну да ладно, все понятно. Это все будем убирать. А вот теперь поинтереснее будет. Значит, вот я уже рассказывал, вот есть такие трещины в земле. Есть вот такие норки. И вот здесь самое интересное. Одна, вторая, третья норка. Я не знаю, что за зверюшки. Может, это не зверюшки. Но вот что-то здесь было. Да.
Уже норки. Не стал я проверять, кто там живет, спрашивать. Но все это надо будет виброплитой пройтись, убрать мусор, сравнять и виброплитой пройтись. Явно кто-то внизу живет. Может быть, жил, а может быть, уже и живет. Ну и доски благополучно через окно уже сразу на участок выбросила. Ну что, начинаем балки выдергивать. Ну как-то так. Сейчас на улицу все вынесу. Добрый вечер. Вот и подошел к концу сегодняшний мой рабочий день. День был интересный. Я взломал полы в будущей гостиной, выбросил доски, балки, подготовил место для того, чтобы завтра заняться уже выравниванием уровня. Вот. Но это так, скажем, о работе. Что им было интересного? Интересного нашел 1,30 м длиной змеиную шкурку. Ну и показывал вам, тоже есть норки, не знаю, кто там живет, что за зверюшки или змеюшки, я не стал там копаться. Пускай они там спят, я потом виброплитой пройдусь, там их утрамбуемся. Вот, день нормальный прошел, завтра еще поработаем, а в понедельник уже приедет машина с песком. Я буду готовить уже в 2 комнатах, просыпать песочком, и опять же виброплитой все это надо будет утрамбовать. Но это о работе. Я читаю ваши комментарии, все здорово, все замечательно, мне нравится, что видео про ремонт вам нравится больше, чем про огород, но ничего, через пару месяцев, уже в конце марта, в апреле мы опять начнем про огород снимать, весна придет, посадки начнутся, вот. А сейчас, да, будем говорить только о ремонте. Хочется передать большой привет Светлане Юрьевне, не только привет, а еще огромное спасибо за ту материальную помощь, оказанную моему каналу. Значит, маски медицинские у меня заканчиваются, и на следующей неделе я благодаря вас уже получу хорошие, нормальные респираторы для работы в пыльной среде. Вот, большое вам спасибо еще раз за это.
Радостно читать ваши комментарии, советы. Есть хорошие советы, есть очень хорошие советы, есть просто диванные эксперты. Вот. Советы типа строить новый дом, снести старый. Ребята, все это замечательно. Я бы тоже снес бы и построил сначала, с нуля. Все упирается в свободные денежные средства. Вот в данном случае я ими не обладаю, поэтому я буду потихоньку реставрировать этот дом. Пускай он внешне будет как старенький дом, а внутри он будет как новенький. Что касается там фундамент подкопал, да ерунда. Я в одном месте только подкопал и все. Все остальное, дом как стоял, так и стоит и простоит на бутовом фундаменте. Все будет в порядке. Тем более, что я залью бетонной плитой, все поставлю арматурную сетку и вообще будет крепче, чем было до этого. Маленькое такое теперь как совет или посыл. Вот буквально минут 10 назад был звонок от моего одного подписчика, подписчица Анастасии из Москвы, которая на днях приедет в село Молдаванское с мужем, будут выбирать дом. Они решили из Москвы перебраться сюда, в село Молдаванское. Это значит, будет еще один сосед. У меня вот за забором сосед из Москвы. Вот. Ну и, возможно, будет Анастасия тоже. И у Анастасии есть тоже собака породы риджбек. Замечательная собака. Я знаю, это очень такая редкая, серьезная порода. И вот мы с Арсением будем тогда вместе гулять с этим риджбеком. Вот. Но это так, о собачках. Вот. А так все, идет работа, все в порядке, смонтирую видео. Вот. Ну и в конце, как я говорю, ребята, дергайте за колокольчик, подписывайтесь, стучите в бубен. Ну это был с вами я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока!